такой большой вопрос. Можно было легко прочитать недельную лекцию. And another quick follow-up question, if I may, and good morning, Alexey, and it's a pleasure to meet you and to have this opportunity for this conversation. And I have to say, if I hadn't been an economist, I would love to have been a journalist. So this gives me an opportunity to try my second role. Спасибо вам. Я знаю, что вы не только экономист, но вы и журналист, и вы ведете авторские колонки в некоторых экономических изданиях. Спасибо большое. So Alexey, I'm going to ask you 3 to 4 questions. So let me begin by asking you, how would you describe the current state of the Russian financial market? What's working and what's not? Я считаю, что сильная сторона финансового рынка – это его инфраструктура. У нас хорошая биржа, хороший центральный депозитарий, хорошая учетная система мирового уровня. То есть у нас хорошие технологии, хороший IT, и мы можем принимать большой объем инвестиций. Это хорошие стороны нашего финансового рынка. Yes. I'm more interested in the not good part. Okay. Есть и отрицательные стороны. Наш рынок небольшой. В объеме ВВП он не очень значительный. Он очень сильно зарегулированный. Очень сложные правила, очень высокие барьеры на вход в отрасль и очень сложная система существования в отрасли. На нашем рынке мало эмитентов, если мы говорим про рынок ценных бумаг, и их не увеличивается количество эмитентов. На нашем рынке мало инвесторов, институциональных инвесторов, те, которые приносят длинные деньги. Да и физических лиц, инвесторов, у нас мало. Их количество растет в последний год, 2, 3, но все равно это мало. Около 2 миллионов физических лиц у нас инвестирует в финансовый рынок из 140 миллионов. Это немного. То есть у нас плохо со спросом, у нас плохо с предложением. И еще одну черту я бы упомянул, которую бы я отнес к негативным моментам. Это сильное огосударствление нашего рынка, большая доля государства. У нас не только сильный регулятор, что хорошо, но у нас доминирование государства, государственной собственности фактически во всех сегментах финансового рынка. В банковском, в инфраструктуре, в пенсионных фондах, в последнее время в страховых компаниях. Единственное, где нет государства, это микрофинансовый рынок, но он очень незначительный. И эта доля растет. И связано это как с прошедшими кризисными явлениями, когда государство спасало банки, так и это тенденция многих лет, с начала 2000-х годов. У нас падает количество участников рынка во всех сегментах. Я помню, когда у нас было более 2000 банков, сейчас у нас 400 с небольшим банков. Говорят, что уходят плохие, уходят слабые, уходят ненадежные, остаются только хорошие. Может быть, но когда у нас меньше игроков, то это меньше конкуренция, меньше экосистема, меньше необходимо специалистов, меньше необходимо информационных ресурсов, и это объединение системы в целом. I completely agree. In fact, in my conversation with Evesy in the previous session, we were discussing that, and that point came up, the growing role of the state and the state footprint. But just a quick follow-up, you mentioned that there are barriers to entry. Are there commensurate barriers to exit also? Да, конечно, есть барьеры на выход. Ты, если банкир или участник рынка ценных бумаг, ты не можешь просто прийти сюда, дать лицензию и сказать: все, мне надоел это бизнес, я пошел печь пироги или заниматься профессиональным спортом. Трудно выйти из бизнеса. У нас есть даже сейчас такой термин, появился несколько лет назад, уставшие банкиры. Это те люди, которые пришли на банковский рынок в 90-е годы, когда была высокая маржа, высокая прибыль, можно было легко сделать банк, у нас были тысячи банков, они привыкли хорошо зарабатывать, а сейчас нет, сейчас надо бороться за каждый процентный пункт, за каждый миллион рублей,
И это все сложнее, и комплайнса уже больше, чем бизнеса. Они хотят избавиться от бизнеса, они готовы уйти, но или выясняется, что их бизнес никому не нужен, он не ликвиден, его нельзя продать, или очень высокие обязательства перед контрагентами или перед клиентами, и экономически он не может избавиться от бизнеса и не может выйти. Плюс есть и регуляторные ограничения, когда ты ограничен в своих возможностях распоряжаться собственностью. So you mentioned financial market regulations are onerous. If there were, this is a hypothetical, if there was one financial market regulation you could change, what would it be? Только одну? Один. Я бы предпочел не столько отменить действующие меры, хотя я многие бы отменил действующие меры. Я бы предпочел не вводить ту меру, которая сейчас будет введена. И осенью, скорее всего, будет принят закон, который, на мой взгляд, не нужен как закон. Это так называемый закон о квалифицированных инвесторах, который делит физические лица на категории, в зависимости от их квалификации, и каждой категории разрешает инвестировать в те или иные финансовые инструменты. И я считаю, что это вообще не надо. Это серьезно может подорвать наш и без того очень слабый рынок инвесторов физических лиц. Because somebody else is deciding who should invest in what. Yeah, I get it. Да, это моя собственность, это мои деньги, я их честно заработал, у вас нет вопросов к происхождению моим деньгам, вы мне не помогли их заработать, почему вы мне указываете, как мне их потратить? И почему такие ограничения только на финансовом рынке? Это трудно объяснить, и я не смог получить ни от законодателей, ни от регуляторов внятных аргументов, почему вы говорите мне, на что мне потратить мои деньги. So moving on to retail investment in Russia, do you agree with the view that Russian people prefer to keep money under the mattress? And if so, why? Maybe you disagree, I don't know. Да, люди держат деньги, условно, под матрасом или в банковских ячейках, или где. Объем, по-разному, около 4-6 триллионов рублей, по экспертным оценкам, вот где-то лежат вот так вот, не обращаются в финансовой системе. Но я считаю, это нормально. Это средство защиты денег. У нас нету еще такого доверия к финансовой системе. За вот те четверть века, которые существует финансовый рынок, он пережил один такой полномасштабный дефолт суверенного долга, и он пережил, минимум полдюжины таких серьезных банковских кризисов. Это много. Правила игры меняются. Люди должны быть уверены, что хоть что-то у них точно будет. Люди понимают, что эти деньги, которые лежат под матрасом, съедает инфляция. Но хоть с отрицательной доходностью у них есть этот высоколиквидный продукт. Просто деньги, которые они держат дома или во дворе, или под матрасом. И слава богу. Okay. And if I could just get your views on the Russian pension system, if you could describe from your perspective what is the current state of non-pension funds, as well as the future of pension savings. О российской пенсионной системе, наверное, не повезло больше всех других сегментов финансового рынка. Пенсионная система у нас сложилась, начала зарождаться во второй половине 90-х годов, то есть больше 20 лет, и она в постоянном реформировании. Постоянно придумываются какие-то совершенно новые правила игры. И сейчас мало кто может сказать, какие правила игры будут на пенсионной нашей системе даже через 5 лет. Нету согласия и среди регуляторов, и среди законодателей. А это же длинные деньги. Тут горизонт планирования очень далекий. Если ты даже не знаешь, как в принципе контуры реформы будут в следующем году, как можно инвестировать?
во многом недостатки наших пенсионных фондов привели к созданию в 2013 году мегарегулятора, когда Банк России поглотил службу по финансовым рынкам. И одна из претензий к финансовому рынку со стороны правительства была то, что мы не знаем, что делается с пенсионными фондами, мы не знаем, какие там активы, мы не знаем, как они управляются. Пусть Банк России наведет порядок. Банк России, наверное, навел порядок, потому что пенсионных фондов стало меньше, они были все акционированы, они стали раскрывать информацию, но они не знают, как они будут играть. И лингвистический парадокс в том, что у нас есть понятие негосударственные пенсионные фонды. Вот большинство по активам негосударственных пенсионных фондов, они государственные. Это деньги государства, это деньги Банка России. Very good, Alex. It's been very educational to me, and I'm sure to our viewers, to hear your views about the state of the Russian financial market, what's working, what's not, retail investment, the pension system, the non-state state pension system, in particular pension funds. So, Alexei, in the time-honored tradition of this dialogue chain, I want to ask you, who are you going to talk to next? Несколько лет назад мне довелось быть в Бангладеш, и я там познакомился с профессором Мохаммедом Юнусом, Нобелевским лауреатом. Он подробно рассказал о своем опыте строительства микрофинансовых организаций в Бангладеше по всему миру, и мы приняли закон о микрофинансовых организациях, который уже 10 лет действует в России. Мне было бы интересно поговорить с профессором Юнусом о современном состоянии и о его взглядах на современную финансовую систему. Well, I sure look forward to seeing that one. Thank you very much again, Thank you. Alexei. Thank you.